Это ужасно. Как вкусно. Зачетный. Вот классно. Отличный подарок. Для бабушки. Друзья, всем привет! Вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Сергей, рядом с мной Слава. Hello. И мы продолжаем тему, которую начали в прошлом нашем видео на предыдущих выходных. Обзор бренда Amouage из их классических коллекций. У нас коллекция миниатюрок. Мы обозрели в прошлом видео мужскую коллекцию. И ссылка на видео будет в описании. Сегодня у нас женская коллекция, примерно такие же ароматы, что-то одно, наверное, отличается, и нам будет очень интересно сравнить, насколько они женские, подойдут ли они мужчинам тоже, потому что, насколько я знаю, они унисекс на самом деле, и отличаются ли они мужских, как сильно по звучанию. У нас остались предыдущие блотеры с предыдущего нашего затеста, и мы начинаем. Это, кстати, немножко другая коллекция. Получается, такая же в квадратной коробке есть и женская, но ее не было, я ее не нашел. Но зато нашел такую. И тут почти все то же самое. Красивое очень оформление. Золото. Здесь различные какие-то здания из различных столиц. Amouage миниатюр Classic Collection Woman. Ну-ка. Плотненько все красиво, добротно сделано. Вау. Ну вот, хорошо. Вау. Это выглядит прям... Ну, достойно. Выглядит на самом деле немножко винтажненько, такие крышечки. Можно Но, конечно, очень даже мило. Такие, как мечети. Вы знаете, домики мечети. Миниатюрные. Да? Похож чем-то. Ну, вот эти купола. Да, ну это арабский бренд. И Восток. Связано что с ним, да? Угу. Вот такие вот малышки здесь. Это сплэши. А по цене... Ну, как бы все. Одинаково стоит набор женский и мужской? Да, на скидке они были одинаково. Разницы не было. Там, не знаю, чуть-чуть совсем. Сколько была скидка? Ну, ты такой спрашиваешь, и без понятия. Она была 50%, насколько я помню. Да, ничего себе. Ну, потому что она там залежалась у них и все такое. Никто не берет эти дорогие духи. Производство где? Где произвели? Я знаю то, что Amouage производит в Великобритании, в UK или в Омане. Я не знаю, здесь непонятно. Здесь написано... Made in Oman написано. То есть Оман считается лучше почему-то производство, чем UK. Ну, это вот так. Да? Фанаты Amouage разделяют и видят какие-то отличия, если произвели не в Омане, а в UK. Типа там как-то хуже качество почему-то или что? Ну вот я смотрю, немножко отличаются. Ну вот есть похожие. Из похожих, ну давайте начнем из похожих. Есть, к примеру, Gold. Такой же был в мужской коллекции. Очень красиво, на самом деле. Ну, такая малышка, миниатюрка. Мне кажется, классно подарить девушке, маме, подруге, кому угодно. Тоже сплэшер. И я не люблю сплэшер. Вот. Ну, значит, Слава, тебе не подарю. Так, Gold. А какой был там по счету Gold мужской коллекции? Был 4. Хорошо, спасибо. Thank you. Gold. Вот я хочу сказать, женский Gold поприятнее. Да? Если там прям бабулечка. Такие более суровые мускусные цветы, а здесь более женственные мускусные более цветы. медово, что ли, медом пахнет больше. Это более нежно. И больше цветов, да. Более нежно. Это менее винтажно. Ну, я сказал бы, что вот эта винтажатина все-таки здесь присутствует, но оно менее убойно, да.
Вот. Но мне нравится, это очень красиво. Красиво, тоже в духе Шанеля номер 5. Скорее всего, здесь куча цветов. Возможно, здесь также есть цвета, мускус вот этот. Мыльно, цветочно, альдегидно. Ну, вот что-то такое. Ну да, положим к мужскому. Я какую оценку бы поставил? Кстати, похоже, но... Давай сравним. Мужской, он больше древесно-смолисто-цветочный, а женский более медовый, более нежный, как ты сказал, менее мускусный, больше в цветы уходит. Такие цветы менее винтажные. Ну, как по мне, я, наверное, ему поставлю, если я голду поставил там 1 или 2, то этому я поставлю 5, 6. Все. Я 5, 6 поставил, все, я ставлю также 2, как и мужскому. Что ж не Открывается так? вот этот мускус ужасен, который я ненавижу в ароматах. И вот он сейчас появился. Это ужасно. Голд в Амуаже это самый ужасный аромат. Ну, мне кажется, что он понравится тем, кто любит Шанель, винтажные ароматы. Нет. Потому что, как по мне, это красивый цветочный аромат. Как по мне, мужской голод и женский просто в мусорку. Ужас. Следующий аромат у нас Dia. Ну, очень схоже, кстати. Схоже с чем? С мужским Dia. Ну, давай пока независимо. То есть, что ты тут ощущаешь? Мужской Dia, вот сейчас я понюхал его блотер. Женском, я имею в виду. Он стал очень ирисный и морковный. Здесь? Ну, здесь прям цветы. Я не знаю, я, может быть, даже чувствую что-то вроде бы... как эти цветы называются? Сирень. Да, сирень чувствуешь? Такую, да, фиолетовую. Ну, я не думаю, что сирень растет на Востоке. Не знаю, может быть. Да. Ну, может быть, опять же, это ирисы, фиалки, что-то вот в эту сторону. Вот фиалки. Цветочные. Фиалочки. Угу. И пахнет... Кстати, очень нежно, немножечко сладковато. Чем-то похож с предыдущим, с голдом. Есть какая-то резкость. И резкость такая, как бы, лак для волос. Знаете, антистатик. Лак для волос, вот какая-то химозная резкая нота. Возможно, это лилия. Что-то такое, или магнолия. Вот белый цветок дает такое. Или тубероза. Вот эту химозность дает вот эту лаковость для волос именно. Антистатик. Какая-то химозность. Ну, мне нравится. Опять же, это цветы, по-моему, они довольно нежные. От мужского отличается тем, что он довольно хвойный стал. Я хочу сказать, что мужское даже лучше. Ну, конечно же, там для тебя мужское лучше. Он в хвойную сторону. Угу. Но этот хороший, он не такой нежненький. Но, опять же, это нужно любить винтажные духи, такие серьезные духи. Я с тобой не согласен. Я с тобой здесь не согласен. Он не винтажный. Он не винтажный. Он не винтажный. Он пахнет химозно немножко. Ну, что такое химозно? Винтажность в каком плане? Винтажность есть... Ну, близко к Шанель, вот туда какие-то цветы такие. Вот я говорю, что 90-х. Вот он пахнет 90-х. Мох, допустим. Вот ароматы 90-х. Вот аромат 90-х. Можно ли назвать 90-е уже винтаж? А если Шанель номер 5 там уже там, начало 20 века, а 90-е это уже конец 20 века. И разные винтажи, да, разные времена. Это вот больше 90-е. А Шанель номер 5 это начало 20 века. Ну, не знаю. Вот. Для меня это, в общем, цветочный аромат. Давай посмотрим ноты, что там заявлено. И мне даже, если будет этот аромат 90-х, я не удивлюсь. Ну, это относительно недавний бренд. Ему там около 30 лет, насколько я помню. Ну, конечно, он будет не 80-х. Там. Жан-Клод Элена. Парфюмер, это любимый парфюмер Сережи. Аромат 2002 года. Ну, я почти угадал. Я угадал почти то время. Ну, если 10 лет разницы, то это почти. Ну как бы, 2002 год и нулевые я сказал. Но это вот примерно тот профиль. И последний, третий аромат, который совпадает с мужской коллекцией вот этой, он называется Jubilation.
25, то есть аромат был на 25-летие этого дома. Вот мужской и женский. Сейчас мы тоже сравним, чем же они отличаются. Jubilation 25 мужской я хорошо знаю, а женский прям сильно отличается. И вот я уже вижу, что мне не нравится. Здесь какие-то такие специи совсем другие. И, А мне наоборот больше нравится. У нас с Сергеем да. очень разные вкусы. Мне наоборот нравится. Я здесь чувствую сливу. И слива такая, немножечко... Ну, кстати, да, О, есть. какая вкусная слива. Я люблю сливовый аромат. Она такая пушистая чуть-чуть какая-то. Кстати, классный аромат. Ну, как пушистая, то есть слива с персиком, что ли? Какая-то Да, такая шелковистость здесь такая есть. сливово-персиковое такое Красиво, мне варенье. нравится, да, мне нравится тоже. И Хороший. есть какая-то специевость. Да, в Jubilation, к примеру, это вот второй был здесь аромат, 25 мужской, он очень сильно специево-амброво-древесный, а этот Вот я хочу сказать... добавили фруктовость. И вот он... Зачетный. Вот классный. Ну, ты считаешь, что это унисекс? Кстати, классный запах. Вот я удивлен, что... Ну, хоть что-то тебе понравилось амуажа после этого тираннозавра. В предыдущем видео посмотрите. Так, Сиел. Мне кажется, я где-то нюхал его, и он был... Вот здесь вот неплохой. стоит такой запах в комнате Цветочный. восточный, прям очень восточный. Как будто мы попали вот реально в какое-то другое измерение, В Оман мы в попали. машину времени. В самолет. Знаешь, ну не в самолет, И прилетели в Оман. действительно какой-то вот восток прям. Вот, можешь посмотреть потом. Сиел. Слушай, на самом деле вот все эти ароматы примерно как-то похожи. Женские, они какие-то все цветочно, альдегидно. Букет цветов я опять чувствую. Белых цветов очень много. Жасмин. Да. Чувствую, где жасмин. А у меня смесь будут, наверное, иланг-иланг, и роза, и мускусы опять. Опять какие-нибудь специи, опять какой-нибудь немножко древесины. Но мне нравится. А мне тоже. Вот мне тоже нравится. Оно очень приятно. Вот Сиел прям приятно, без 100% здесь жасмин, вот зуб даю, что здесь есть жасмин. Я люблю жасминовые ароматы. И следующий аромат будет Убар. Здесь миниатюрка сделана немножко градиентом, так краску сделали очень красиво. Для миниатюрки замечательно. Крышечки мне не то чтобы супер нравятся, какие-то такие пластиковые, но для миниатюр это обычное дело. То есть сойдет. Они очень плотные, они точно не вытекут. Даже вот когда я так вот ароматы наношу, они очень плохо и так вытекают. Поэтому взять с собой, как-то так немножко освежить себя, супер. Я считаю, что эти миниатюры классные, и они, мне кажется, их хватит прям надолго. Как вкусно. Вот это точно, я считаю, вот унисекс. Потому что, ну, слава, здесь мускусы. Мускусы. Здесь твоя цветочка. Да. И мне дерево. Кажется. Много дерева. Смолы. Я чувствую здесь смолы прям. О, слушай, он такой сладковато-мускусный, пряный, смолистый, древесный. Блин, какой классный. Мне нравится женская подборка. Бар хороший. Мед. Я чувствую, как будто мед. Как будто есть медовость какая-то. Сладость есть, да. Да? Угу. Ой, класс. Ну, конечно же, опять это какой-то цветы, ближе к винтажности. Какие-то альдегиды даже могут быть. Замес цветов такой странный. Угу. Ну, не странный, а вот какой-то такой классический для старой школы. Но очень мягкий, какой-то фруктовый. Ну, хороший. Я думаю, наверное, Амуаж это вот тот бренд, кто любит винтажи. Вот это вот для винтажей. Ну, мне кажется, до него просто дорасти нужно, до этого бренда, чтобы его носить. Дожить, насобирать много денег, потому что полноразмерные флаконы — это просто ужас покупать их. Ни за что. По крайней мере, я пока до этого не дошел, чтобы это все купить. А какие-то тревелы, какие-то такие маленькие, нормально. Это можно поносить. Убару я, наверное, поставлю, да, 8.
Тоже хороший аромат. Но не знаю. Это надо разнашивать на коже 100%. Так, следующий у нас будет beloved, то есть возлюбленный, либо возлюбленная. Что-то вот в этом духе. Что-то про любовь. Тоже хорошее. Побольше надо. Тоже много цветов. Не знаю, мне вот это все немножечко Похожи. Ароматы, они похожи. И они по цвету похожи, все какие-то. Да. Вот коллекция действительно однородная. Чем отличается этот от предыдущих, что у меня оно более фруктовое. Оно какой-то лимонад здесь. Цитрусовый лимонад, подкрепленный мускусами. Опять же, там пачка цветов. Но в первую очередь это какие-то веселый лимонадик. Такой он еще сидит, мне так нравится. Это такое ощущение, будто бы когда ты влюблен или в тебя кто-то влюблен, и ты такой, как все классно в этом мире. Вот такое ощущение у меня от этого аромата. У меня ощущение любви к моей бабушке. И у меня бабушка пользовалась примерно что-то подобное, мне кажется. И я здесь чувствую розу. Угу. У меня бабушка, по-моему, пользовалась, как я знаю, Красной Москвой. И вот мне кажется, вот это что-то похоже. На Красную Москву, может быть. Принеси уже Красную Москву послушать. Надо послушать Красную Москву, да. Вот. И классно, мне роза. Может быть, лучше из всех нравится. Роза и шафран. Шафран? Ну, что-то такое, есть какая-то специя шафранистость. Медицинское что-то? Да, что-то медицинское есть. Но роза здесь 100% прям чувствуется. Может быть, даже чем-то похоже на куркаджана, удовая линейка, где сатинут. Что-то вот есть схожее. Вот роза, там есть сочетание розы и шафрана. Но здесь шафран такой, там если шафран прям сильный, бьет по носу, да, здесь шафран очень такой нежный, спокойный, и розочка такая. Ну вот, короче, я вот нюхаю, как будто вот у меня сразу воспоминания про мою бабушку. Вот, не знаю. Ну, такое какое-то доброе воспоминание, такое какое-то уютное детство. Вот такое вот у меня. Набор. Отличный подарок для женщин, которые знают себе цену. То есть, которые разбираются в парфюмерии, которые уже имеют заслуженное внимание, которые хорошо к себе относятся, к ним хорошо относятся. Они поливают себе этими роскошными духами и радуются жизни. Я отношусь к ним так. Я считаю, это очень-очень классно на самом деле. Это отличный подарок для бабушки. Если бы моя жива была моя бабушка, я бы ей подарил бы этот аромат, эту подборку какой-то из этих ароматов. Я считаю, ей бы очень понравилось. Я не шучу. Я не шучу. Вот очень винтажная такая линейка этих ароматов. Конечно, я с Сергеем согласен, что и девушки могут носить, и парни, и любого возраста. Если вам нравится аромат, как бы, ну, это чисто мое такое восприятие, то, что меня ассоциируется с моей бабушкой. Вот, то есть... С чем у вас ассоциируются ароматы Амуаш? Расскажите вашу историю, ваше видение. Будет очень интересно узнать ваше мнение, потому что для нас, на самом деле, этот бренд в новинку. Мы его особо не разнашивали, мы его не знаем. Сейчас уже начнем разнашивать, будем прислушиваться, и, возможно, в следующих видео вы увидите в каком-нибудь из топов что-то из этого набора, но пока что это такая недосягаемая величина для меня. Очень статусные ароматы, как мужские, так и женские. К ним нужно подойти с умом. Какой у тебя из этих ароматов ты бы выделил, какой тебе больше всего понравился? Наверное, аромат твоей бабушки последний. А твой, полагаю, тот, который пахнет сливой. Jubilation, да. Jubilation 25, женский. Он такой топчик.
Ну и бабушка, которая аромат моей бабушки. Приятный, розовый. Всем большое спасибо за просмотр, что вы были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Будет очень интересно. Отличного вам дня. Goodbye.